Добрый вечер. В прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьева «Поединок». Президент СССР Михаила Горбачева просит лишить высшей награды России – ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. В интернете идет сбор подписей под петицией. Подписались уже несколько тысяч граждан из разных концов бывшего Советского Союза. Опубликованный на прошлой неделе опрос общественного мнения показал, что лучшим правителем 20 века россияне считают Брежнева, а к Горбачеву большая часть относится резко негативно. Что вменяет ему вину политические оппоненты и за что уважают сторонники? Почему эпоху застоя вспоминают с ностальгией, а перестройку клянут? Можно ли идти вперед с повернутой назад головой и постоянно переоценивать историю? Никакой перестройки нам не нужно было. Мы жили в спокойном, процветающем государстве. Пришла эта черная, темная сила, новый генсек Горбачев, все испоганили, испортили, разрушили, опустили страну, разогнали народ, до сих пор в крови, до сих пор в тоске. Все ордена отобрать, сослать обратно в село Привольное, лишить пенсии. Нам не нужны Горбачевы и перестройки, нам нужен великий Советский Союз. Михаил Сергеевич Горбачев – один из самых ярких людей 20-го столетия, один из самых ярких политиков. Он вывел нашу страну из застоя, он вывел нашу страну из 70-летнего закрытого, совершенно тоталитарного режима. Он дал свободу каждому из нас. На поединок вызывается председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. На поединок вызывается народный артист России, режиссер Иосиф Рахельгаус. Уважаемые телезрители, вы также можете принять участие в нашей дискуссии. Звоните, присылайте сообщение на номер того из оппонентов, позицию которого вы поддерживаете. Итак, господа, ваш поединок начинается. Прошу вас, Владимир Владимирович. Значит, если вы так хорошо говорите о Горбачеве и считаете, что он все сделал правильно, тогда вы должны оправдать Ленина и Сталина. Потому что он делал то же самое. Нет, я тоже говорю, что я сейчас говорю, потом вы будете говорить. Также охаивали царскую Россию и говорили, вывели страшная тюрьма народов, там эксплуатация, помещики. И вот, наконец, отлично советская власть, народная власть, все для рабочих и крестьян. То же самое здесь. Вывел, дал свободу. Какую свободу? Кто просил сперва, скажите? До каких пор вы будете без нас все наверху делать? Без кого? Без вас. Без народа. Без вас, никто. а не без народа. Нет, без народа. Нет, без никто, вас. ни в одном городе советском никто не требовал никакой перестройки. Даже никто не требовал смены руководителей. Сидят до смерти, и черт с ними, пускай сидят. Все это старые рухли. Но города стояли, стройка, люди получали жилье. Все школы работали, поликлиники работали. Да, мало товаров было. Но это был наш товар, советский и отличного качества. А вы сейчас это говно нам везете с Запада. Люди мрут от этого всего. Это вы везете. Да. Это вы это нам ваша везете. экономика, Горбачевская. Ваша экономика. Ельцинская. Вы так 20 лет сделали. вы этим занимаетесь. Не надо про это говорить. Вы хвалите Горбачева, понимаете, вы что, дал Я свободу. объясню, за что я его хвалю. Вывел из застоя. Какой застой? Расскажу. Не надо, вы что будете рассказывать? Мы что, не жили, что ли? И Вы я что, жил нас там. экскурсовод, что ли? А вы кто? Да, я жил при советской И я власти. жил при советской власти. 43 Больше, чем года. вы. И я жил при Да. советской А вас власти. подкармливала советская власть. Вы до сих пор вас Нет, не режиссер. подкармливала. Фильмы снимаете. Вы сказку театральные снимаете, министры. мультики снимаете. То есть прекратите морочить голову. Это вы прекратите возвеличивать возвеличивать голову. кровопийцей. Я вас с удовольствием приглашаю Да, не артистом надо в свой мне с театр вашего работать. удовольствия. Вы нам там уже были. всю жизнь в театр превратили. У нас Вот вся жизнь театр. лучший артист моего театра. Только Вот народ, гибнет народ. А вы остаетесь и поминки нам устраиваете. Это вы остаетесь Мы это не уже хотите 25 нам. лет. Вы не Вот вы хотите, вы остаетесь. нам надоели. Теперь У нас тема Горбачева и перестройка. Это верно. Поэтому меня не трогайте, я вас знать не знаю. Это верно. Вот докажите, что Горбачев хороший, посмотрим, как народ проголосует. Да ясно, как народ проголосует. Да как Вы проголосует? народ учите Расскажите. голосовать уже 25 Не лет. надо учить, он сам ясно, голосует. как проголосует. Он жил при Горбачеве, Поскольку наш вы народ. до сих пор в Государственной Думе, так и народ и голосует.
Так вам народ так- избирает. чем Да, вам- Горбачева конечно, никого не избирали. конечно. Это правда. Да, Избирает народ избирает. народ. Сам решает, что делать. Расскажите, пожалуйста, чем же вам так близок Горбачев? Мне кажется, безусловно, у Михаила Сергеевича, как и у многих государственных деятелей, как и у многих политиков, огромное количество ошибок. Но он шел, извините, по сложнейшему пути. И сегодня идет речь о том, чтобы его лишить ордена. Мне кажется, я убежден, жаль, мы с Владимиром Вольфовичем не сможем этого проверить, что пройдет время, я думаю, совершенно небольшое. Скорее всего, наши внуки, наши правнуки поставят Михаилу Сергеевичу памятники. Он сделал главное. Мы жили 70 лет в закрытом обществе, в тоталитарном. Мы были лишены индивидуальной свободы. Каждый из нас, я это очень хорошо на себе знаю, по своему опыту очень хорошо знаю. И он впервые ввел, да, слова эти сегодня уже немного такие, в кавычках употребляют, действительно гласность. Действительно он стал перестраивать общество. Действительно при нем впервые произошли реальные выборы, первый съезд народных депутатов. Действительно при нем реально открылось огромное количество театров, музыкальных оркестров. Вот это вам нравится. Да и вам нравится. Вот В вам нравится. 89 Я не хожу в ваши году театры. я Они знаю, близко что вы не не нужны. ходите, это видно. Да, В да. театры ходит Смотрите, меньшинство. вашу гадость там То смотрите. самое меньшинство. Порнографию открыли везде. Да в я каждом помню, вы театре. просили любимого дать Публичный вам дом. сыграть в его И он театре. дал мне возможность выйти. Не- Единственный не- режиссер. И я вышел. И сказал, почему не люблю Достоевского. А вы все боитесь. Вам Горбачев Значит, дал свободу, вы до сих пор Горбачев боитесь. в один До сих пор год. как черви ползете по русскому телу. В 1989 году одновременно был создан наш театр и партия ЛДПР. Это Горбачев, Владимир Вольфович, так же, Не как надо я, нам этого. должен сказать. Не надо надо. ЛДПР нам? Ничего не надо нам. Аплодирую. Берите нам страну. Страна нужна нам. Какая А вы живете ради страна? вашего театра. Страна Нет, существовала. плевать на ваш театр. Значит, Дайте страну. я знаю. Как стояли А мне пограничные плевать. столбы. Армия стояла под Парижем. Все уважались, кланялись, любили. Не уважали, А сейчас боялись. Что? И хорошо. Боялись. А сейчас что Америку уважают? А сейчас Сейчас Америку уважают. Владимир Ильич, чертыхаются. кто-то уважает. Страшная Владимир Ильич, страна. простите Всех мне- оккупировала, уважает. бомбит Простите всех. мне мою необразованность. Однополый Париж, что ли, уважает Я- кто-то? При чем здесь Французы вышли. однополый Вот Париж? свобода. Нет, извините. Вот свобода Владимир Ильич, Горбачевская. не могли бы уточнить? Просто очень Да. интересно. Вы Что? знаете, что говорите, поэтому у меня такой скромный вопрос. Наша армия стояла под Парижем. Помню в Париже в 2014 году, 1918. Да, близко было. Стояла в Берлине. Германия. Стояла в Австрии. понятно. Из Австрии Хрущев вел. Все рядом, То есть, все близко. понял, все, что на То есть мы- расстоянии танкового броска, Ночной все бросок. близко. Утром мы на Ла-Манше. Представляете, как все стоит? Представляю, Вся да. Европа Понятно. это гадкая, гнилая. Потрясающе. Просто Была парижане вот это не здесь, знали, была. что мы уже Представляю, стояли. только Мы- во все времена Да. мировой истории Да, что? империи Да. всегда А разваливались. И сейчас Горбачев здесь ни американская при империя чем. что, она разваливается? Американская Разваливается. А Евросоюз империя разваливается? Китай Какая? разваливается? Подождите. Индия разваливается? Это Кто не разваливается? империя. Там, где Кого предатели. завоевал Китай Там, сейчас, где предатели. Он завоевал Синьцзянь-Угорский автономный регион. Тебе, давайте- Монголию, Вьетнам, Индию. И ничего не разваливается. Потому Давайте- что душат на месте те, кто разваливает. Так. Давайте. А у нас они театры создали. Понятно. Вот так. театры создали. У И нас постановка. создали ЛДПР. Дал свободу Я им. предлагаю к Видите, Горбачеву свободу. вернуться. Конечно. Все-таки Давайте вернемся к грабителям и Горбачеву. ворам свобода, Так почему же, мошенникам, тогда почему же оброде. Горбачев дал свободу, а народ проголосовал против него и на выборах, когда он Да. попытался в очередной раз Да. пойти, и сейчас в вопросе у него антирейтинг даже выше, чем у Ельцина. Естественно, Горбачев существовал 5 лет. Практически то, что он 6. начинал делать, ну, около 6. Больше Там, 6. С апреля 85 по декабрь 91. 5,5. Мы говорим о Считать реальной не умеете. Память отбила. 5,5, спасибо, согласитесь. Горбачев существовал 5 с лишним лет. За это время он, естественно, он никогда до него никто этого не делал. И не он надо было застал делать. страну сырьевой абсолютно. Он застал страну с абсолютно задушенными, какими бы то ни было демократическими ростками, задушенными, невозможными. Страну действительно прав Владимир Вольфович после Сталина, после Ленина, после Хрущева, после Брежнева, который сегодня этот же народ, руководимый Владимиром Вольфовичем, естественно, считает лучшие времена, времена Брежнева, времена, когда нельзя было прочесть книгу, времена, когда нельзя было по своему желанию выехать за рубеж, времена, когда нельзя было выбрать руководящий орган страны и руководящий местный. Времена, Это когда всё Жириновского даже выбрать было сделал- нельзя. Конечно, это сделал Горбачев, естественно, бесконечно ему за это благодарен. Это очень легко было сделать. Прошу, Владимир. Ну, пускай бы он начал разоблачать Сталина, как это сделал Хрущев. Вот единственный мужественный поступок у всех советских руководителей – разоблачение Сталина.
Горбачев должен молиться на Брежнева. Если бы не его застой, то никогда бы Горбачев к власти не пришел. Он пускай благодарит придя к Брежнева. власти, заметьте, И именно он- Брежнев создал Горбачева. Понимаете? Нет. Потому что Брежнев создал Андропова. А Андропов лечил свои больные почки там, в Ставрополе. Там присмотрели этого... везде бегал. Подхалим. Везде все. Накрывал на стол. Поляну, накрывал. И вытащили его Вы в на Москву. этой поляне присутствовали? Откуда вы это знаете? Какая поляна? Горбачев это агентура. 66-го года завербован спецслужбами и через жену. Все поездки за границу. Агент. Это диагноз, влияние. это невозможно. И в 84 году, будучи во главе маленькой делегации депутатов, его принимают на самом высшем уровне. Чего такого никогда не было. И перед Тэтчер в ее резиденции баронесса выкладывает самые секретные карты Генерального штаба СССР. Вы видели эти карты? Так что это мемуары Карты, бред, Я абсолютно. говорю, сейчас, Карты, нет, Он в своих вкладывают. мемуарах написал. Минуту, Вы что, он не не читали? писал на каких Писал, картах, все, я его читал, помощник. понимаю. Сейчас, подождите, два И воп- все секретные два карты вопроса. показал. Короче, Все наши Не может ракеты были один направлены на человек Лондон. развалить империю. На Не Лондон. бывает такого. Сейчас. Империя разваливается по другим я законам. говорю, Подождите, Вы как мы сейчас историк опять должны пробегаем осознать. мимо важной показал точки. секретные карты Генерального Короче, штаба. Можно- бред. сейчас, Ну, И сейчас, это подожди, понравилось сейчас. Маргарет Это Тэтчер. понравится Шпион. вашим Сейчас, сторонникам. Приехал можно шпион и два все тайны выдал. уточняющих вопроса, Да, Владимир Ильич. пожалуйста. Первый. Вы только что сказали, что Горбачев был человеком Андропова. Да. Если я правильно помню, Юрий Владимирович Андропов в течение долгих лет возглавлял Комитет государственной Да. безопасности Да. СССР. Да. Как же случилось, что человек, бесспорно одаренный, бесспорно талантливый, мощный руководитель, возглавлявший Комитет государственной безопасности, не заметил и не Просмотрел получил карты. информации о том, что Михаил Сергеевич Горбачев был завербован? А второй вопрос. Как же маленький руководитель, как вы говорили, на тот момент выехавший в Англию, сумел выкрасть секретные карты из Генштаба? Вот это вот как раз и было пороком однопартийного режима. То, о чем все боятся говорить. Чем боятся? И Андропов сделал ставку на Горбачева, он вовсе не хотел его сделать генеральным секретарем. Он сам думал править лет 10-15, но больные все были. Но Андропов не был завербован через Горбачева, нет? Но, в принципе, он думал, как выйти из этого тупика. Они все понимали, что надо что-то делать. Реформы. Мы же не против реформ. Во всех странах мира проходят реформы. Но не уничтожайте людей. Вы понимаете, что кто миллионы за то, чтобы погибли? уничтожить людей? Они погибли. А расскажите, Миллионы что погибли. главные Миллионы. За всю Сегодня историю русские, Вот скажите, русские не миллионы граждане в погибали. Латвии. Представляете, в Так. скот превратили Вот русских. главные Подождите, недостатки да, правления Горбачева, объясните. Вот Самые что главные такого недостатки. страшного? Он начинает, и цель, он говорит, будет социализм и будет обновленная КПСС. Это невозможно. С самого начала он начинает всех обманывать. Нужно было что сделать? И я пришел к ним. Я пришел подсказать. Разделите КПСС на две партии. Назовите Лигачевскую социалистическая, а реформаторов социал-демократическая. Отдайте им деньги, которые есть. Разделите. Помещения, газеты. И пускай идут на выборы. И поется две равные команды. И будет коалиционное правительство. И будет избран, допустим, глава государства. Они же не хотели. Они вцепились в свою КПСС и скручивали нас всех. Лишь была КПСС. Кто они? Не трогайте. Они руководители. Горбачев не все. цеплялся в КПСС. Цеплялся. Горбачев, извините, отменил. Цеплялся. 6-ю статью отменил Горбачев. Вы вспомните. Как раз Горбачев. Вспомните, что он сказал после Фороса. В конце, в августе он сказал, мы КПСС будем обновлять. Мы социализм сохраним. Вспомните. Но он называл это Хронику. по-другому. Вы тоже называете свою Нет. партию либерально-демократической. У Я вас вам ни говорю, либерализма, ни он демократии. хотел Ну и что? сохранения КПСС как руководящей силы. Он не хотел Еще какие отмены другие? шестоти. То есть он начал, Он не понимал, что национальный Так. вопрос. Нельзя было в многонациональной Вот. стране Да это важно. начинать вопрос о государстве ставить. Если он начал бить по КПСС, КПСС цементировала государство. То Тут есть вы не за было то, что никаких след. Он КПСС не- нужно было оставить в том виде, в котором Нет, она была. Она нет, стала государственной нет, структурой КПСС Нет, тогда. вот И он ее убрал. сперва Конечно. измените государство. При этой КПСС. А как же можно при было этом изменить, КГБ? если в То Конституции есть китайский главенствующая роль КПСС была в при- 6-й статье? Вот Как при можно было этой изменить? главенствующей роли все вам подчинялись. Кому вам? Всей стране подчинялся Генсек. Он имел прав больше, чем сегодня имеет Да у он нас и не хотел президент. пойти тем путем, которым до него шли Брежнев, Черненко, Вот Андропов поэтому и он все был другие. лишний, ненужный. Он не хотел, иди домой. Он повел Жене себя иди. крайне, Вы понимаете, что честно, если ты начал- крайне честно повел себя Какая Горбачев. честность?
честность. То есть Он начал какая? Великую революцию. Так. И что ты Он не сделал? допустил гражданской войны. Горбачев Кто вам не- сказал? А кто вам сказал? У нас не что было гражданской что войны. Что было в Баку? Извините. Что было в Тбилиси? Что было А в что Карабахе? было, извините, что в было в Вильнюсе? Новочеркасске? Что было в А что Казахстане? было в Новочеркасске в Всё, да. 62-м году Да, при Хрущеве? да, Что? да, да. Везде было, но Не это надо были обманывать. Подождите. локальные Сейчас, конфликты. извините, а Вот можно- их и нужно можно было сейчас убрать. потому, чтобы- Вернуться к делению, Владимир как было при царе. Простите, пожалуйста. Вот что нужно было сделать. при царе сейчас Губернское рассказывать. деление. Владимир Вольфович, Как Штаты в Одну США. секундочку. Не могли вы просто для зрителей, которые делились Да. после 90-го года, пояснить? Вот вы назвали ряд очень важных пунктов, которые для нашего поколения многое объясняют. Но я боюсь, что многие зрители не понимают. Вы не могли бы просто чуть подробнее объяснить о событиях, которые были в Сумгаите, Тбилиси, Баку, Нагорный Вот, Карабах, вот чтобы люди самое понимали, первое. о чем мы Только говорим. год. Объяснить про шестую статью. Только это год тоже готово. Горбачев у власти. Жесткий Советский Союз. Декабрь 86 года. Он пытается, правильно, как товарищ говорит, убрать Кунаева и ставить русского Колбин с Ульяновского обкома КПСС. И националисты выходят на площади. Всех арестуй, подави, под суд. Какой арестуй, Да, подави? да. Гражданская война, арестуй, А кто вам подави. сказал это? А кто вам сказал, кто что дал этого не право? будет? Подождите. Кто Мы дал видели мировую право историю. сопротивляться одному. центральной власти? По Кто одному. дал право? Что было дальше? Да, он ничего не сделал. Ничего не сделал. В феврале 88 года Сумгаит. Уничтожают армян. Геноцид. Режут армян. Живьем. Сжигают. Он ничего не делает. Загорается Тбилиси. Баку. Ничего не делает. Значит, Там были попытки, обстреливают, если вы помните, делать. Верховный Совет, И чем они телевидение, Вильнюс. Латвия, он вообще отказывается. Это не мы. Я ничего не знал. Неужели Я вы не знал. серьезно Он ничего не знал. считаете, что можно было что-то сделать Можно в было. Литве? Все можно было Ну, сделать. что можно Всё. было? Выйти как в Элементарно. Тбилиси с лопатками саперными? Не что надо, можно было не делать? надо, Как не надо? Там это и не произошло. надо, Именно не это там надо. произошло. Как Хрущев сделать? Как Что Хрущев? Расстрелять. Тишина была. Стрелять свой народ. Вот очень хорошее Так вот вы заявление понимаете? одного из А руководителей сейчас что вы Государственной Думы. сделали с народом? Что сейчас? Сейчас вы сделали. Сейчас второй. он 25 ходит, лет он вас вы руководите ненавидит. народом. Он Вы. вас Я презирает. тогда не понял. У Тогда- вас Я тоже миллионы не понял. погибли. Вот нет, Миллионы то, что погибли. То, что сказал А вы Жириновский, прикидывались звучит так. добренькими, За да? счет национальной... А миллионы погибли. За Зажег счет национальный национальной пожар. политики Горбачева возникли в конечном итоге И стало независимые трескаться государства, государство. но возникли очаги. Вы говорите, что Это нормально. без Горбачева Нет, это это сделать было ненормально. нельзя. Какой это То есть нормально? Горбачев отдал приказ десантному полку в Тбилиси разогнать демонстрации, используя лопатки. То есть это, получается, Горбачев делал правильно? Нет. А что же-то вы В говорите? Вильнюсе он отдал Нет, команду нет. Горбачев штурмовать пытался. телебашню. Это правильно было? Горбачев пытался решить эти локальные национальные конфликты локальными же методами. А Владимир Вольфович говорит, что необходимо было это давить на уровне Я страны, уже на помню, уровне я уже армии. помню И, одного извините, министра обороны, и который устраивать- собирался решить один локальный Локально. конфликт И с 10 двумя, лет полыхает Кавказ. двумя полками ВДВ. Я понимаю, ошибки. что всегда, Всё незнание. да вы же знаете, что Неумение. история не имеет сослагательного Трусость. Это наклонения. правда. Мы об этом И и сегодня говорим. рассказывать о том, Поэтому- что не мог сделать. Вот, правильно, Не мог наконец, сделать. вот наконец вы сказали. А почему не не мог? Отойди Потому в сторону, что дай дорогу тем, кто может. Делал. Отойди в кому сторону. дал, да, он дал вам Не дорогу. можешь. Не дал он дорогу нам. Вам он дал. Дай в дорогу 89 Нет, Роману. Владимир Ильич, году. объясните мне, Щербицкому, что он Гришину, должен был сделать? Что он Кунаеву. должен был сделать? Сегодня говорить через 25 лет, что он Легко. должен. Естественно, Что легко. не получилось? Мне не получилось вот, что он, естественно, хотел, он пробовал демократическим путем того, о чем говорит Владимир Вольфович, путем создания партии, путем отмены главенствующей роли, а именно 6 статьи Статья Конституции, путем открытия Направляющая, страны руководящая миру, роль КПСС. цивилизованному миру, естественно. И Он когда-нибудь пытался так было в преобразовать государство в... Пример приведите в истории. Естественно, преобразовать государство Да. в демократическое. Если я правильно Конечно, понимаю, свобода, ведь да. при Да. Через Горбачеве свободу. отменили, исчезла структура АВИРов, когда людям разрешили выезжать за границу. Конечно, Ведь при Горбачеве конечно. появилось свободное телевидение и Естественно, свободная при пресса. Горбачеве, конечно, появились журналы. И при появилась Горбачеве литература. началась борьба с Горбачев коррупцией. вернул Отменили Сахарова. монополию внешней торговли. И все стали вывозить из Советского Союза. День и ночь. Все вывозили. Золото какой был запас при Горбачеве в А начале? какая была цена на 5 нефть? раз А уменьшилась. какая была цена на 5 нефть? раз. Извините. Цена на нефть не Да. играет роли. А Я вам говорю, у нас играет уже роль, было потому что золото. развалена страна. Как не играет Ничего роль? не было Там было развалено. 25 или 24 доллара. 90-му Страна году. сырьевая существовала, при которой 90-му нефти не было. году СССР был самым великим государством. Самым мощным. Извините. В 90-м году.
Нужно было не доводить до ГКЧП. Зачем референдум о существовании СССР проводить? У тебя вся власть в своих руках. Если вы наведи помните, порядок. извините, Разгони всех, кто тебе Горбачев мешает. не У тебя другое прекращал КГБ СССР. уже. У Горбачев тебя другая не армия разваливал уже. СССР. Все развалил. Горбачев Все уничтожил. Горбачев пытался, извините, Ничего не подписать пытался. союзный договор. И что? Союзный. Он И что пытался дальше? стать И что не подписал? Сразу че поехал отдыхать? От чего он Какое устал? отдыхать? От чего? Куда он уехал в Форос? Что он там делал? А В шахматы играл? вот это интересно. 2 вопрос. августа Что произошло? садись подписывать все. Поехал отдыхать. Вы Он на втором сам раунде спровоцировал что ГКЧП. произошло Он в Фаросе? спровоцировал. Это его ГКЧП. Интересный Это он вопрос. сделал. Это сценарий разрушения. Так. Сценарий передачи власти Ельцину. Неужели Все, вы он сидите сделал. Во втором раунде Агент продолжим. все Нет, сделал. Во втором раунде продолжим. Все хорошо, присаживайтесь. Я вот внимательно слушаю, потому что сам жил в это время, как и некоторые из наших телезрителей и все участники. И насколько же не совпадают ощущения. Получается, что с течением времени мы пересматриваем не только наши истории, но и редактируем собственные эмоции. Как легко мы сейчас готовы отказаться от тех свобод, которые пришли к нам с Горбачевым. Ради чего? Ради сытой пайки? Да и пайка была не очень сытая. Вклады все потеряны. Павловская реформа, потеря вкладов. То, что Горбачев... Всех нищими сделали. И сегодня последний 9 миллионов беженцев. поезд, мы только вернулись с поезда. Брошенная страна, брошенный народ. да. Эксперименты ставят. 20 Сколько лет еще? прошло. Бани нету. 21 бани нету Туалетов людей. нету. Нет, а он осуществлял план Бжезинского Да. 1:1 Да. по Да. развалу России. Да. Это первое. А второе, то, что здесь говорил оппонент по поводу экономики. Да мы 20 лет живем на экономике Советского Союза, которая нам досталась от Брежнева. Все... Такого человека, который смог практически спасти, развернуть эту страну, которая катилась к краху, экономическому краху и политическому краху. Да, и потом он, смотрите, он все время говорит о том, что верните нам Советский Союз. Тут же он говорит, что вы, значит, вы поддерживаете Ленина. Так это он поддерживает Ленина, который создал Советский Союз. Где же логика? Дальше он говорит, что Андропов создал Горбачева. Но таким же образом Горбачев создал Жириновского. Поэтому здесь абсолютное вот нарушение вот какой-то элементарной совершенно логики в этом во всем. Он не дает вам совершенно говорить о культурном и о гуманитарном аспекте правления. Через поездки, через... И И жену его кличка у него завербовали. была давно. в Ставрополе Миша Чемодан. Поэтому вопрос борьбы с коррупцией сильно под сомнение можно ставить. Потому что при Горбачеве мы получили всплеск коррупции, который продолжался в Сеуле потом. от руководителя Южной Кореи. Прямо в аэропорту вручили 100 тысяч. Положил в карман. Да, его подкармливали везде. И в Лондоне, и Лауреат за, Нобелевской за что премии. Нобелевскую Это какая премию, да. премия? Какой мир в стране? До сих пор, так сказать. Понимаешь, что Горбачев спас мир от тотальной ядерной угрозы, от реального противостояния. Это не шутка. Это сегодня воспринимается как некая легенда, но холодная война не была шуткой. На самом деле мир действительно мог взорваться в начале Да, это верно. 80-х. И страны действительно могли реально обменяться ядерными ударами, и мир бы просто кончился. И потом предъявление вот таких претензий, что это не сделал, этот конфликт он не остановил и так далее. Вы начали с того, что действительно любая империя, она терпит крах. И Горбачев был тем самым правителем, вот, который правил этой империей вот в момент... Сегодня наш третейский судья, историк и писатель, телеведущий Игорь Леонидович Волгин. Горбачева обсуждают часто, но вот теперь, когда вдруг выяснилось, что несмотря на тяжелый период Ельцина, первую чеченскую кампанию, позор, больше всего россияне не любят именно Горбачева. Вы знаете, я боюсь, что эти споры продлятся еще очень долго. Потому что он попал в жерновая история, как бы, Горбачев. Это такая же точка спора, как, скажем, 17-й год, как коллективизация, как война. Это точки спора, это больные места, это больные точки российской истории, советской, российской, какой угодно, понимаете? Но правильно сказано, что история в России непредсказуема. Непредсказуема, она меняется. И я думаю, что вот Горбачев вызывает симпатию человеческую. Это одно измерение человеческое. Другое измерение политическое. И вот эти вещи расходятся, конечно. Если брать итоги, что он сделал как политик, конечно, это вызывает сомнения у многих сейчас. Но не потому, что он так сделал, а потому, что сейчас таково положение, понимаете? Вот чем будет хуже положение сейчас, чем будет больше накапливаться социальных всяких горючих материалов, чем больше будет недовольство экономическим положением
нравственным положением, тем больше будет осуждать Горбачева. Если у страны будет будущее какое-то, если будет какой-то выход исторический, то, конечно, его заслуги будут все время как бы повышаться. И я думаю, что, конечно, главная претензия Горбачева – это то, что он допустил распад Советского Союза. Тут можно как угодно спорить. Но то он попал в это. Если бы он, скажем, объявил в момент, когда он произносил свою речь, знаменитую декабрьскую, о том, что он, как бы, страна распадается, если бы он сказал, что да, но я остаюсь президентом страны, не нужен мне ваш фонд, не нужна мне охрана, я остаюсь вот на этой позиции, что я возглавляю уже не существующее государство. Я думаю, его моральный авторитет был бы гораздо выше. Он как Понтий Пилат поступил, в общем-то. Я умываю руки. Даже, вы знаете, что мне, как ни странно, вот, напоминает у него поступок отречения Николая II, который, кто-то сказал, Шульгин, по-моему, что он сдал страну, как сдают эскадрон. Вот он, тут у него были очень мощные полномочия. Другое дело, что не нужно было, у него не было никаких шансов военным путем там, или путем насилия сохранить страну. Но был моральный был козырь очень сильный. Он глава государства, никто его не снимал. Понимаете? Вот тут да, потому что распад страны, это, конечно, он не был вызван народными движениями, он не был вызван какими-то катаклизмами снизу. Страна была распущена сверху, как путем аппаратной интриги. То есть нужно было убрать начальника, но для этого нужно было убрать страну. То есть совершенно партийное, это очень печальное событие. Да. Во втором раунде продолжим беседу с очень яркими экспертами, посмотрим, какие краски они добавят, а потом, конечно, вновь вернемся, так как у нас тема сегодня интересная, и каждое обсуждение, что с третейским судьей, что с участниками, что с экспертами, добавляет все новый и новый материал для размышления. Мы продолжаем программу, и в поединок вступают эксперты, у которых, конечно, есть вопросы к нашим участникам. Будьте любезны. Иосиф Леонидович, вот такой вопрос. Вы меня простите. Да, такой вопрос. Надо все-таки представиться, товарищ генерал. Надо представиться. Русской Александр Владимирович. Генерал Русской. Генерал. Нет, ну давайте вспомним. Ну, поскромничаем. Нет, не будем скромничать. Кто знает, тот знает, кто не знает. Несколько месяцев был президентом России. 93-й год, но уже дети подросли, ничего не знают. Так, ну давайте по-другому. Вице-президентом были? Ну, конечно. Так. Герой России. Советского Союза. Герой Советского Союза, виноват. Да. Получили звезду за Афганистан. Да. Боевой летчик. Да, генерал-майор авиации. 562 боевых войск. Были в плену. Все было. Иосиф Леонидович, вы в курсе, что в марте 91 года прошел референдум. Всесоюзный референдум. Впервые за всю историю существования Советского Союза. 77,83, ну 78% населения страны сказали «да» Советскому Союзу быть. Не обновленному, а Советскому Союзу быть. И тут же через неделю по инициативе Горбачева на совещании у него в марте 28 марта 91 года создается ГКЧП. Март 91 года. Через неделю после референдума. Вопрос, зачем? А далее, вы помните, в августе вынуждены объявить чрезвычайное положение 19 числа, и Горбачев всех сливает под видом того, что он находится под арестом. Вот человек, который полетел, вытащил его оттуда и привез назад в Москву. Никто его не арестовывал, никто ему связь не отключал. Это была разыграна чистой воды предательство своих товарищей. А когда вы приехали в Форос за Горбачевым, что он вам сказал? Он сказал, что вот, Александр Владимирович, вот видите, не бритый, я вот тут под арестом. Под каким арестом? Я говорю, Михаил Сергеевич, я спокойно прошел, видел Дмитрия Тимофеевича Язова, Владимира Александровича Крючкова, с ними поздоровался, спросил, он говорит, ну вот там Горбачев, иди к нему. Никакого блокирования, ничего не было. А что там делали тогда министр обороны и руководитель комитета государственной безопасности? Они прилетели туда для того, чтобы согласовать вопрос, вводить или не вводить чрезвычайное положение. Это было 17 августа, а 21, когда я прилетел,
Они находились там, потому что ситуация зашла в тупик. То есть вы хотите сказать, что ГКЧП и все августовские дни это была инсценировка под руководством Горбачева, и когда Горбачев понял, что он проиграл, он сдал всех своих соучастников? Всех своих товарищей сдал по полной программе. Так вот, в связи с Тяжелое обвинение. Да, в связи с этим вопрос. Какое право имел президент СССР игнорировать референдум населения страны? Мы все любим говорить о народе. Мы все заботимся и спорим по поводу, как живет наш народ. Так вот вопрос, а как это можно игнорировать? Волеизъявление населения всей страны. Это раз. И второй вопрос. Инициатива Новоогарева, обновленный союзный договор, принадлежит Горбачеву. Вместо союзного договора было слеплено нечто. Конфедеративное государство. И вот этот новый союзный договор собрались подписывать только 3 республики. Россия, Казахстан и Узбекистан. Остальные отказались. По сути дела, 20 числа, когда должен был подписываться новый союзный договор, ликвидировался Советский Союз. Вот в чем дело. И по этому поводу ни я, ни вы, ни Владимир Вольфович высказывание подобного рода, как сделал это высказывание Буш, Клинтон, Гейтс, кто одержал над кем победу и чья это заслуга, мы не делали. Сделали они. В этой связи возникает естественный вопрос. А кто такой тогда Горбачев, сотворив вот это безумие над великой державой? У нас был двухполярный мир. Соединенные Штаты и Варшавский договор. Кстати, Варшавский договор, опять же по инициативе Горбачева, разрушен совместно с Шеварднадзе. Понимаете? И сегодня Соединенные Штаты вытворяют, что хотят. Бомбежка Югославии. Всю Северную Африку залили кровью. Сирия. И везде льется кровь и кровь. И никто это безумие остановить не может. Так кто тогда Горбачев? Кто Горбачев? И стоит ли вот та свобода, о которой вы говорите, вот этой крови, которая залита Стоит ли земля? свобода пролитой крови? Я думаю, что то, что произошло 25 лет тому назад, конечно же, сегодня еще не обнародованы все документы, не обнародованы. Сегодня, к счастью, живы очень многие участники этих событий. И я думаю, не случайно Голливуд снимает о Горбачеве 2 фильма, не случайно это одна из интереснейших личностей в современной истории. Я думаю, действительно очень подробно, к сожалению, наши дети, внуки, наши потомки очень подробно будут это изучать, как мы сегодня изучаем то, что происходило там в Отечественную войну 12 года. Но, тем не менее, я думаю, что главный момент был не в том, что Горбачев пытался сохранить, конечно же, а главный был в том, что это великая, прекрасная, замечательная, где мы все родились, империя Советский Союз разваливалась совершенно независимо от Горбачева. Извините, почитайте замечательную, доказательную книгу Гайдара, Егора Тимуровича Гайдара. Почитайте книгу под названием для меня авторитет, который развалил экономику страны. И фактами, которые называются «Гибель империи». Мы пытаемся сейчас, извините, Горбачев прожил в политике, в большой политике 5 с лишним лет и дал возможность нам, в том числе и Владимир Владимирович, он дал возможность 25 лет делать. Мы не просили у него этого. Вы не просили, но без него вас бы не было. Да, но мы не хотим. Там был важный момент. Сейчас, был очень важный момент по поводу ГКЧП. То есть получается то, о чем говорит товарищ генерал. Это же голословно. Как Горбачев... Это не голословно. Это голословно. Горбачев инициировал собственный арест. Горбачев инициировал... Не было ареста, вот в чем проблема. Да не было ареста никакого. Я говорю, но это что? Он это 2 августа улетел отдыхать в Крым. Как это доказано сегодня? Как? Он же сказал, уезжая, делайте то, что задумали. Он, уезжая, сказал им,
Делайте! Я понимаю, Получится, я вернусь во главе государства. что, конечно же, Не получится, он приехал с он Ельциным. очень любил и любит. Я слышу, что он говорит. Да, я любил и видел, любит. как он любил и любит свою страну и свой народ. Он, конечно же, хотел его максимально сохранить. Империя разваливалась, экономика была на нуле. А все демократические свободы, которые давали человеку дышать. это вы говорили. Поэтому, я говорил, и поэтому, конечно же, он делал то, что Иосиф мог делать Леонидович, тогда. ну вот Не понял. смотрите, Есть- 5 лет у есть власти, такое, да. внешний долг СССР 31 миллиард. За 5 лет у власти Я внешний не долг экономист. становится Я не 51 экономист. миллиард. Договорите, я понимаю, Александр, что- договорите Так мысль. кто Какой был разваливал? долг, когда завершил Горбачев? Что? Когда завершил Горбачев, какой был долг? Долг в 3 раза больше, Был золотой запас 31 миллиард. Все разграбил. Пришел к власти Куда Горбачев, разграбил? и Раздал, через куда 5 дел? лет стал 51. Понятно. За рубеж. Пожалуйста, Павел Николаевич. Добрый вечер. Гусев Павел, главный редактор газеты «Московский комсомолец». У меня следующие и вопросы, и суждения, что, конечно же, вот здесь уже поднимался вопрос, что именно благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву появилась партия Владимира Вольфовича Жириновского. И если бы этого не было, политического такого лидера, не было и этой партии. В своих воспоминаниях Александр Николаевич Яковлев, секретарь ЦК КПСС, вместе с Филиппом Попковым, зампредом КГБ СССР, вспоминает, как создавалась эта партия. Как раз идеологическое управление. Да, там было, так сказать, Пятое. по ступенькам создания этой партии. Так вот, меня интересует весь этот вопрос. Там сразу закладывался имидж партии в противовес спокойной, жесткой КПСС линии, вот такой хамский, экстремальный, совершенно человеконенавистнический принцип этой партии. Принципы, которые сегодня заложены для того, чтобы унизить людей, оскорбить людей, для того, чтобы топтать своими сапогами Индийский океан, экстремизм и так далее и тому подобное. Вот это все закладывалось как изначально, или это вы сумели создать в период своего действия, поняв, что для России в период революционных преобразований вот такой вот имидж такого влиятельного хама, политического клоуна будет сегодня наиболее интересен. Вас всегда обижает, Владимир Ильич? Я уже много раз слышал от грязных желтых журналистов, Пошла с их взаимная грязными любовь. газетенками, ложью и клеветой, они всегда клеветали на нашу страну. И особенно на патриотов. Они никогда не тронут Гайдаров, Болотную. Они боятся, что им будет плохо. Будет плохо, Гусев, вам. Под суд пойдете, Гусев. Газету закроем вашу. Потому что более подлой... Партию закроем подлого вашу. коллектива Навсегда журналистов, забудем, что была такая понимаете, партия. Такая такого партия нам не подлой нужна. газетенки не было в мире. А Гайдара По вы одному. критиковали больше, чем вы. Да, вы критиковали. То есть он не понял тему, куда мы пришли. Мы говорим о Горбачеве. О Горбачеве говорим. Если будет передача, посвященная мне, я приду, все скажу. И вы можете все обсудить. Я страну не ломал, Гусев. Я рубля не взял нигде. Я нигде. Какое хамство? В отношении тех, кто рушит страну, не только хамство, будем брать за шею, душить вас. Негодяев, врагов, подлецы. Мощно. Подлецы, твари. Это он хочет, чтобы мы с улыбкой на глазах. Владимир Ильич, Я заплачу. я не об этом. Я понимаю, что Александр Македонский велик. Да. Но зачем же стулья ломать? То есть- Смотри, что граждане России гибнет страна. В крови страна. Большой актер. 9 миллионов беженцев. А Павел Николаевич Понимаете? меткий охотник. Над русскими издеваются везде. Вы понимаете? Что-то вы все время Издеваются. Владимир Вольфович. Спокойнее. А вы про своих Спокойно. говорите. А вы про своего папу юриста. Прекратите, не трогайте говорите о любых папу. нациях. Он, Успокойтесь. Гусев, хочет, чтобы я тихо говорил. Нет. Ребята, страны не будет больше. Экономика... Почему не будет? Вы же Буквоё. ею Иосиф, занимаетесь спокойнее, страной. Иосиф. Не, ну Здесь- что за это другой экономика? формат. Помолчите, Здесь Павел я Николаевич отвечаю. всегда может Я защитить. молчал, когда Не вы волнуйтесь. отвечали Русскому. Это по очереди. Вы не Это знаете правда. порядок здесь. Это, Порядок это здесь. Спокойнее. Порядок Соловьев здесь. наводит. Вот я его и Вот он навожу. наводит порядок, помолчите. Прошу. То есть Гусев никак не Стаканчик может еще один понять, принесите, пожалуйста. что какая-то Я группа свой людей, готов отдать. какая-то группа людей, Хотел отдать. конечно, довольны, настоящие, обогатились, наворовали, нахапали. Но я же видел людей, бомжей, все разрушилось. Вы понимаете, что
Нет вообще страны. Понимаете, Бандитизм. но вопрос Чтобы был была спокойнее. страна. Сейчас раунд, когда отвечаете, вы по очереди. Стреляют каждый день. Так. На днях задушили девочку 14 лет. Но убили Это ее ветеранов родители. сейчас за ордена. Ветеранов убили. Причем здесь Гусев? Дайте Я ответить объясняю. Жириновскому. Это те, кто вырос при Горбачеве. Которые Это все при вас украли. выросли! При вас выросли Что 20 такое-то? лет! Были во власти. Спокойнее. Какой Горбачев? По 25 лет вы руководите очереди. страной! И- Причем здесь Вы По понимаете, очереди. что лет Горбачеву? мы не правящая Надо еще партия. один стакан. Можно дайте стакан вот тут. Да сейчас вы его опять разрядите. Понравился Видишь стакан. как? Режиссер. Нет, Молодец. уж я с собой унесу. Значит, вы не можете понять, вот вы режиссер, ради бога, Да. спектакль поставьте. Ставлю. Вы можете понять, что партии 400. Чего вы мою вспоминаете все время? А вы объясните, Чего кстати, вы вспоминаете мою вот партию? Горбачев Да. имел какое-то отношение к появлению? Объясняю. Вопрос же об этом. То есть суть была в другом. Объясняю. Вот ваша партия, почему Да. получилось, что именно вам удалось создать вторую партию в истории Советского Союза? Откройте Нет, архивы, нет, вы просто скажите. пожалуйста. архивы КПСС и КГБ. Все четко написано. Началась перестройка. Можно создавать партии, особенно после марта 90-го отняли статью 6. Наконец, со скриком. Горбачев собирает политбюро. И Крючкова говорит: Владимир Александрович, ну что там, какие партии есть? Хоть кто-то нас не проклинает? Он знал, что все проклинают. Все. И Горбачева, и КПСС. Это было миллионные митинги. Он говорит: есть единственная партия, которая не говорит «долой СССР», «долой КПСС», «долой КГБ». Все, называет. Либерально-демократическая партия, руководитель Жириновский. Все. Все. То есть я вел себя прилично. Вот как Гусев говорит, что я по-хамски вел. Я с уважением, Гусев, относился к великой стране. К ее руководителю, Горбачеву, с уважением. Ко всем министрам, Правильно. ко всем депутатам, ко всем органам власти. Единственная партия, мы не говорили «долой». Мы нигде, это, кстати, не выводили людей. Ни одной капли крови, Гусев. Нигде, никогда. Ни одного человека нашего в тюрьму не посадили. Но мы требовали остановить развал. Я честно поддержал программу. Не ГКЧП, а программу. Она и сегодня актуальна. Понятно. И что дальше мы должны делать? Мы должны были, как вы, бежать, так сказать, в рваных штанах в чужие редакции и хвалить Ельцина. А Никогда кто был этого не будет. инициатором первой Редакция. политической амнистии? Это мы сделали. Вы все время говорите демократия. А кто вам дал демократию? Кто дал свободу, когда всех посадили в тюрьмы уже при Ельцине? Кто им дал свободу? Я. Автор постановления о всеобщей политической амнистии. И 23 февраля я, стоя на трибуне Государственной Думы, Я вам должен одну историю рассказать. Государственной Думы, умолял у нас идет всех передача. поддержать, потому что коммунисты были против наказать Ельцина, демократы Гайдар были против наказать коммунистов. Я умолял, и с трудом 225 голосов. У меня есть доказательства. Мы выпустили всех из тюрем. Всех. Есть доказательства. У меня на передаче тогда были дебаты, и Владимир Вольфович не пошел на президентский выбор, от ЛДПР был другой кандидат. Да. И происходила драка между господином Анпиловым и господином Жириновским. И кандидат в президенты от ЛДПР тогда заявил с места свидетеля: «Витек!» — сказал он Анпилову. «Ну ты чё?» — дальше не цитируемо. «Тебя же Вольфович с кичи вытащил, а ты так благодаришь». И Анпилов признал правоту. Да, тогда Владимир Вольфович действительно способствовал его освобождению. Пожалуйста. Такая была речь у некоторых кандидатов в президенты от ЛДПР. Да. Василий Колташов, экономист, Институт глобализации и социальных движений. И вы один из инициаторов как раз... И один из инициаторов сбора подписей за то, чтобы Михаил Горбачев был лишен высшей награды Российской Федерации. Ведь не я, инициатор. Народ. Я хочу объяснить, почему мы выступили с такой инициативой, и почему ее сегодня подписали уже Мне можно очень-очень воду многие залить? россияне. Режиссер пил, отравленный. Режиссер, Пусть принесут воду другую принесите, чистую. пожалуйста, из стакан Вот он сейчас. свою дал, отравленную. Прости, пожалуйста, вас. Я не дурачок. Пожалуйста. Вот. Так. Давай, говори. Время Говорите, зачтется. Очень часто у нас говорят о том, что Горбачев дал то, Горбачев дал это. Но это все в формате старого русского выражения «великий князь возьмет, великий князь даст». Конечно, если у нас произошла определенная демократизация общественной жизни, если что-то изменилось в стране, то на это имелись объективные причины, на это было определенное желание общества. И, конечно, не Горбачев дал. Но что Горбачев взял и почему мы требуем, чтобы у него была тоже, в свою очередь, отнята высшая награда?
Сегодня самая главная проблема для развития российской экономики – это проблема расширения рынка. Создается таможенный союз, инициированы снова интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Нужен большой интегрированный рынок, большой-большой рынок, единый, где будет развитый внутренний спрос. То есть необходимо двигаться к тем границам, а может быть и дальше, которые были в советское время. То есть вопрос воссоздания, по крайней мере, экономического и торгового пространства СССР. Да, безусловно. Фактически в 80-е годы, когда Горбачев находился у власти, у нас существовало два варианта реставрации. Рыночной реставрации. Да? Это один вариант был очень прост, и Горбачев вел к нему. Это войти на мировой рынок и продавать там все то, что там готовы покупать. Ни за что не бороться, сдать внутренний рынок, сдать потребителей, все привести к развалу. И именно этот вариант был избран. И именно этот вариант, начиная с Горбачева, реализовывался. И раздел Советского Союза был неотъемлемой частью именно этого варианта, потому что на самом деле для такого варианта рыночного развития, да, если так можно сказать, единая большая страна не нужна. Другой вариант, конечно, строился бы на том, чтобы поддерживать внутренних потребителей, но именно его отказались реализовывать. То есть я правильно понимаю, что вы видите злой умысел Горбачева и осознанное движение к разрушению великой страны? Безусловно, я вижу злой умысел Горбачева и осознанное стремление к тому, чтобы разрушить страну. И поэтому и хотите, чтобы его лишили ордена? Да, и учитывая то, что какие-то имело последствия в течение 10 с лишним лет, полный развал экономики. Здесь абсолютно нечего отвечать. Но сегодня можно Горбачеву приписать все, что угодно. Он делал то, что делал. Он делал то, что мог. Из того, что он сделал, можно назвать сегодня 10 пунктов, на которые мы сегодня молимся. Я их уже сегодня называл, и можно их называть дальше. Это прежде всего, понятно, это гуманизация, это свобода, это открытый мир, это возможность Владимиру Вольфовичу 25 лет руководить своей партией и все время ссылаться на Горбачева, возможность вам собирать сегодня подписи и сказать, как может один человек развалить империю. Извините, вы экономист, я не экономист, но вы, наверное, знаете цифры и, наверное, понимаете, что он удерживал все, что мог удержать. Наверное, там было много еще людей, была уже создалась к концу еще одна альтернативная партия. Наверное, было немало голов. Помните, как проходил первый съезд народных депутатов? Он проходил, в отличие от нынешних заседаний Государственной Думы, в реальных дискуссиях, в реальных предложениях. В том, что действительно умные люди начинали... Они промолчали. А нас никто не разгонит. Поэтому мы так и живем. Что вас никто не разгонит. Собрались. К сожалению, поэтому именно так мы и живем, что вы 25 лет рассказываете про Горбачева. Без того, чтобы отвечать. Вы режиссер. Да. Если вы не можете поставить спектакль, почему? Не получается. Я к примеру говорю. Да. Что вы делаете? Меняете режиссера. Мы об этом и просим. Нет, обычно в этих случаях режиссеры меняют актера. Причем здесь Горбачев? Горбачев 20 лет тому... Вы уже... Мы тот период и вспоминаем. А чего вы говорите? Теперь вы забыли формат. Ну не получилось. Значит, давно не звал Жириновского. Забыл формат второго. А он не может. Молодец. Он не может молчать. Спасибо. Дисциплины Прошу нет, вас. порядка вот нет порядка в ЛДПР. Прошу. Николай Усков, журнал «СНОП». Владимир Вольфович, я не хочу очень долго говорить о истории. Не сельскохозяйственный журнал «СНОП», а «СНОБ». Я не хочу долго обсуждать историю Советского Союза. Я глубоко убежден, что это мертворожденное государство, которое развалилось по внутренним причинам, потому что это было безбожное, неэффективное, недемократическое. И это было очень слабое государство, поэтому оно и рухнуло. Как только во главе него появился нормальный человек, а не кровопиец, оно развалилось. И это нормальная участь. Такая империя была с самого начала мертворожденной. Вопрос очень простой. Вы сейчас стоите в прекрасном итальянском костюме. Бриони, наверное. Нет, да? нет. Фабрика большевичка. Читайте, да? Завидуйте. Я президент. Я гражданин Российской Федерации. Мы перешили лейблы вам, перешили лейблы. Да, ничего не перешил. Перешили лейблы. Русский мастер. Конечно, и машина Майбах, на которой вы ездите. Нет, идите, выйдите и посмотрите. Конечно, глаза откройте. Что, Жигули? Никаких близко нет. Жигули? Не рекламируйте чужие машины. Вы ездите на Жигулях? Ну, вот у меня вопрос очень простой. Вы и есть порождение. Вы и есть порождение революции, которую начал
Михаил Сергеевич Горбачев. Не надо. Я один на тебя все, чтобы ты убедился. Вы и есть Запорожцы порождение затыкают революции. тебя и Ваша партия появилась, потому что был Горбачев. Опять, уже слышали это. Паспорт у вас заграничный, потому что был Горбачев. Правда? Говорите вы можете свободно сейчас все, что угодно, в том числе про Горбачева, благодаря Горбачеву. Ездите вы на дорогой немецкой машине благодаря Горбачеву. И шерсть у вас итальянская, и ботинки итальянские. Понимаете? А вот шерсть у Жириновского своя. Вот объясните мне. Может быть, лучше задать вопрос себе, да, почему 20 лет, вопрос. находясь в активной политике, в большой государственной власти, по сравнению с Горбачевым, это 4 срока Горбачева. 25. Что вы сделали? 89-й год. Что вы сделали, кроме того, как обзавелись дорогой машиной, дорогим костюмом? Да. И несете невероятную чушь. Везде свободно, и никто вам рот не затыкает. Вот До опять. Горбачева рот затыкали. Вот опять. Я вам сейчас сразу скажу. 100 раз пускай мне заткнут рот при советской власти. Я хочу жить при советской власти. В Советском Союзе. Не выезжая за рубеж. И нас большинство. Вас бы посадили при Можете советской власти. вы, грязное На лет меньшинство, 10 или в уехать психбольницу. к чертовой матери из нашей страны. И жить там, где все Может, Горбачевы. вам Где Горбачев? уехать из А нашей мы страны? здесь, вы уезжаете. Вот очередной ваш уехал, Гуреев, в Париж. Почему он Ваш мой? Березовский умер там. Ваш Почему мой? Ходорковский в тюрьме. Он гниет. такой же не ваш, умер. как и мой. Отвечаю. Значит, мы обсуждаем только Горбачева. Вы понимаете, вы русский человек. Правящая партия может что-то делать. Оппозиционная партия ничего не может делать. Вы что, не знаете, что такое принятие решения? Знаю. Решение Вы принимает подписываетесь большинство. под всеми решениями. Все. Нет, не Поэтому подписывайтесь нельзя под всеми. оппозиционную партию обвинять. Что вы сделали? Мы не можем. Мы не можем, у нас меньшинство. Вы это не поняли. Но вы лучше меньшинство. ответьте на другой вопрос, который А ты прозвучал. другой. Потому что они все говорят, вы 20 лет, Николай, вы нет, то. не об этом. Николай же в своем вопросе что? сформулировал другую мысль. Переведите, Что да, на переведу. русский язык, Что нормально. благодаря Горбачеву в нашу жизнь вошли вещи, которые мы теперь воспринимаем как совершенно естественные. Это возможность, Согласен, объясняю, возможность покупать нормальные товары за нормальные деньги. Не унижать себя бесконечными очередями. Конечно, те, у кого есть деньги. Это возможность съездить за границу. Это возможность прикоснуться к западной цивилизации, всего лишь нажав говорить кнопку свободно. телевизора, говорить свободно. Включив Я телевизор, всё понял. там 100 с лишним каналов может быть. Я ему Появление объясняю. интернета, появление хоть какой-то иллюзии свободы. Я, вот, редактор СНОП, журнал. Значит, вы говорите, сейчас вы выезжаете за границу. А мы что, из Советского Союза не выезжали? Нет, не выезжали. Кто вам сказал? Нет, я вам сказал. Это вас не выпускали. Правильно, вас вы не выпускали. А я ездил. А я заключил Я контракт на ездил. посад. Вы нет. ездили правильно, потому что КГБ вашу партию открыла. сделал Поэтому вы 2 ездили. квартиры, 2 машины, 2 квартиры, 2 факультета окончил. спекулянт. Нет, все официально. И я официально Люди окончил получали всё. квартиры, выезжали за границу, работали. Болгарию. Это наглая ложь. Вот, На- я Господин свидетель. Жириновский, это наглая ложь. 43 года жил при советской власти. Дальше, смотрите. Согласен, сейчас больше свобод. И что? В тюрьмах сидят наши люди. Бут сидит в американской тюрьме. Этот Полонский Ну, это бегает ваши люди сидят Я в вам говорю тюрьме. еще раз, слушайте, вы Дайте режиссер. договорить. Бандюга. Миллионы людей брошены за границей. Наши девушки на панелях по всем домам публичным. Вот это свободу вы нам дали. Советские девушки были все Вы 20 девственницы. лет в Государственной Думе. Все девственницы были перед выходом замуж. Извините, Понимаете? здесь уже я вынужден протестовать, Что? как человек, который жил в Что? Советском И Союзе. что? Не все девушки до выхода А не замуж надо с были такими девственницами. общаться. Но не все были. У меня в классе были только девственницы. А вы откуда вы знаете? И на работе. Владимир Ильич, ну вы же не гинеколог. Ну что же вы так право Поэтому- такие решения сейчас выносите? Когда вы говорите про свободы, это нам нашего посла на землю кладут и топчут ногами Вот в это каторе. оскорбительно, это Вот правда. эта свобода нужна нам с вами. Нет. У вас прекрасная трибуна, что вы говорите справедливости. Попробуйте косо посмотреть на чрезвычайного полномочного посла Советского Союза. Обосрешься сразу. Так, вырезаем. Как вы сегодня... Вот что было. Как мы сегодня легки. И я приезжал, словесности. Ужас. советский паспорт, они стояли все пограничники. Пожалуйста, проходите, пожалуйста. Ладно, А сейчас стоит вы сейчас и договорились, говорит, что несмотря на свободу, у нашу вас передачу нет будут авиза. показывать в Сейчас 3 утра. Давайте аккуратнее к словам. Отпечатки пальцев берут в американском посольстве. Мы что, преступники, что ли? У Нет, всех. они борются с терроризмом. Да, а все мы террористы из Советского Союза, из России сегодняшней. Наверное. Ну, поэтому не надо чушь пороть. Понятно. Да, свобод стало больше, но цена их — тюрьма, насилие.
Мавроди появились, тоже свобода. Понятно. 9 миллионов беженцев, тоже свобода. Спасибо, Владимир. Распад семей, болезни. Мы не знали этих болезней. Какова цена? То есть Это вот цена. она, цена А эти свободы. межнациональные конфликты каждый день, каждый час. А террор в Махачкале. То есть вы полагаете, каждый. что Советский Союз развалился, потому что 5 лет им управлял этот человек? Да. То есть вы считаете, что Вместо эта него- страна могла существовать вечно? Да, вечно. Вместо него должны были избрать Романова, потом Щербицкого, потом Гришина и так дальше. Да жрать Косыгина. нечего было. Вот. Жрать нечего было в Всё стране. было, врешь! Жрать нечего Каждый стало день потом. были сыты, все были сыты. Практически. Не-не. Ни Ну, у вас одного- было 2 квартиры, 2 машины. Вам одного было что жрать. голодного. А мне не было что жрать. потому что был бомж. Я, Был бродяга. я был из обычной Бродяга был. советской семьи. Бродяга был. 150 рублей зарплата в месяц Отличная у моей мамы. зарплата. 150 Отличная. рублей. Сейчас На я юг ездил? Нет, не А ездил. сейчас не поедешь Сейчас вообще я никогда. вас... Сейчас я зарабатываю Нам на нормально. полночи Конечно. твоей зарплаты. Сейчас я вас А представлю. раньше 10 билетов до Анапы Представлю твоя явление, зарплата. которое только при Горбачеве появилось на российском телевидении. Давайте. Небольшая реклама, после которой продолжим Да. общение наших экспертов с героями программы. Мы прервались на ответственном моменте, продолжаем. Как я вас понимаю. Прошу. Алексей Мухин, политолог. Мне кажется, что еще один стакан понадобится нам. К концу передачи. Мне, как русскому человеку, весьма отрадно ощущать, что великие империи разваливаются лукавыми и неверными подданными. Но я вынужден признать, что если водителя легкового автомобиля посадить за руль большегрузного транспорта, то он будет чувствовать себя некомфортно. А если рядом будет сидеть любимая жена советчица, то ситуация усугубится. В этой связи мне очень очевидна одна историческая аналогия. Николай II явно был не готов к тому, чтобы рулить Российской империей. Михаил Горбачев, насколько я помню, самый молодой член Политбюро. В самый ответственный момент Николай II стал верховным главнокомандующим Первой мировой войны. Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза. В результате большегрузный транспорт просто сорвался в обрыв. Он развалился на части, часть растащили местные жители, часть пропили. Но в данном случае что делать с водителем? В некоторых случаях его отпускают с миром, в некоторых случаях его отдают под суд. То, что случилось с Николаем II, мы все знаем. С Михаилом Горбачевым, ну, из князя в грязи. Тут тоже все понятно. Вопрос. Должен ли руководитель великой страны учить уроки истории? Отвечаю на вопрос. Все, о чем вы сейчас сказали, да, Михаил Сергеевич как-то в Сорбоне не учился. Он учился в МГУ, на юридическом факультете. Михаил Сергеевич впервые за долгие годы заговорил по-человечески. С ним рядом появилась реальная жена, которую люди увидели. Михаил Сергеевич впервые пришел в театр, куда не ходит Владимир Вольфович. Он стал смотреть спектакли и дружить с Олегом Николаевичем Ефремовым, с Михаилом Ульяновым. Он стал открывать, он открыл при нем за 5 лет в Москве было открыто более 20 оркестров, в том числе русский симфонический оркестр, национальный оркестр, который существует до сих пор. Он впервые стал разговаривать с западным цивилизованным миром на равных. Он впервые, разрешите ответить, в общем-то, преодолел и избежал угрозы ядерной войны, на которой стоял мир, и мы с вами знаем, там, Карибский кризис и все остальное. Он впервые дал возможность нормальным людям услышать, что на съездах, там, народных депутатов, неважно где, люди могут разговаривать реально, не подписывать те документы, где Владимир Вольфович говорит о том, что правящая партия, мы ничего не можем сделать. А не согласиться с правящей партией вы не можете. Можем. Почему не согласны? Почему вы подписываете все, что есть? Поэтому, отвечая на вопрос, Михаил Сергеевич Горбачев был за долгие годы тоталитарного режима и людей, которые правили, монстры, которые правили Ленин, Сталин, не будем их перечислять, Брежневский застой. Впервые вышел человек, образованный, разговаривающий, слышащий, дающий возможность разговаривать другим и принимающий. Естественно, у него не было опыта руководства государством, естественно, у него не было опыта вывода этого огромного грузовика. Извините, но, тем не менее, его помыслы, его начинания до сих пор, благодаря им, я совершенно с вами согласен, благодаря им мы стоим и разговариваем здесь. И сегодня, после того, как Владимир Вольфович практически у руля
25 лет мы вспоминаем... прекратите. Одним в кабине, в кабинке, не у руля, в кабине. В кабинку. В кабинку, последнем да. вагоне. Мы сегодня Последнем рассказываем, вагоне. почему виновен Горбачев. В общем вагоне, в Простите, последнем. Михаил Горбачев очень хороший человек. Если вы в последнем, Можно кто сделать же, так, где чтобы ж я тогда мы? слышал нашего уважаемого секунданта. Михаил Горбачев хороший человек, но стране от этого не легче. Понимаете? У страны Это не профессия. Необходимо ответственно подходить к тому, что ты делаешь. И Михаил Сергеевич Горбачев продемонстрировал, что он был непрофессионален. Михаил Сергеевич Горбачев продемонстрировал то, что смог продемонстрировать. Ну, наверное, ошибка если его. в тот момент В этом же академик ошибка. Сахаров, извините, был назначен там председателем Государственной Думы, Ни в коем наверное, случае. что-то бы произошло другое. Горьком оставили. Наверное, если бы... Я не понял, подождите. Но надо отметить, что у Горбачева была сильнейшая команда. Но он же сделал все возможное, чтобы их не слушать. Посмотрите, Масляков, который у Горбачева занимал большую должность, Горбачев его де-факто сослал. Он говорил на заседании Политбюро Маслякова, это что за чушь? И Масляков через весь стол запустил доклад, вот это чушь, сказал он, и ушел. И дальше Михаил Сергеевич, который, вежливо говоря, в отличие от Бориса Николаевича, матерком тоже мог, что-то объяснял. Но это тот самый Масляков, который после такого же неудачника Кириенко страну-то из кризиса вытащил. Безусловно, Володенька, безусловно. Нет, но поэтому, когда мы говорим, был академик Абалкин, который предупреждал о абсолютной неверности реформ экономических, которые проводил Горбачев, но он же был изгнан де-факто, его же никто не стал слушать, ведь Горбачев проявлял комчеванство, откровенно всех тех, которые были против шорсти, самым коммунистическим методом отправляя на задворки. А где он родился, откуда он вышел, извините, кто его сформировал? Он не состоялся как тиран и не смог быть достаточно демократом. Да, эти 5 лет были таковыми. Эти 5 лет случились таковыми. Что делать? Все у него из колхоза родственники. Ну, а из я колхоза. внук фабриканта. Я Спасибо. фабрики строил. А он помощник Владимир, кабаньера. Сам фабрикант Вот его. фабрики не строит. В оккупации был. И Что он делал в Ломоносов оккупации? пешком пришел в Москву. Что он позже. делал в оккупации? Он поджигал немецкие танки. Он боролся с оккупации? немцами. Что он делал? Понятно. Село Привольное было оккупировано. Ему 11 лет. Что он делал там? Что он должен был делать? Отдыхал, сидел, чай пил. С немцами? Да. Это ложь. А как что делать будет? Кругом сидели немцы. В каждой хате сидели немцы. Это надо его спросить, что он Ну, там спросите делал. его. Надо спросить. Ему 11 лет было. Может, вообще в домино играл с ними. Какой-то ужас. Это что-то новое. Владимир, Что были партизаны. Владимир Владимирович, Красавец, пожалуйста. Кувалдин Виктор Борисович, заведующий кафедрой Московской школы экономики МГУ. Виктор Борисович, ну так расскажите, сколько лет вы проработали плечом к плечу с Михаилом С Сергеевичем? Михаилом Сергеевичем я проработал больше 20 лет, в том числе 3 года, когда он был сначала генеральным секретарем, потом президентом страны, в качестве консультанта и спичрайтера по вопросам внешней политики. Значит, Обо мне он хорошо отзывался? Не так, как Гусев? Владимир Владимирович, А сейчас Гусев меня поливает грязь. Можно услышать... А президент хорошо обо мне говорил. Разрешите услышать нашего эксперта. да. Пожалуйста, пожалуйста. Владимир Владимирович, Значит, по, хорошо. по крайней мере, Михаил Сергеевич никогда не допускал такого тона, который допускаете вы. И сперва Вот. Гусев допускает, да? А потом уже я. В ответ. Владимир Владимирович, ну мы с вами кончили один университет. Давайте хотя бы уважать друг друга. И Так же, как Горбачев Михаил кончил, Сергеевич. и чем всё Горбачев кончилось? кончил. Да, я думаю, что это накладывает определенные обязательства. Хорошо, говори. Я, честно говоря, не вижу, какие у вас личные такие претензии. Как я помню, в советское время вы доблестно трудились юрисконсультом в одном из издательств. Да, издательство «Мир». Да, в постсоветское время, да, совершенно верно. В постсоветское время вы стали одним из ведущих политиков Да, нашей страны. да, да. Это правда, да. Поэтому и думаю, что никогда вы им не стали, если бы не Горбачев и не перестройка. Но я сейчас хотел вас, честно говоря, спросить о другом. Да. Я знаю, что вы все практически, все и вся превращаете в шутовство. Тем не менее, я знаю, что вы вообще-то настоящий политик. Это у вас в крови, и вы один из немногих реальных политиков, по-моему, в нашей стране. Да, Поэтому, если позволите, хотел бы задать вам достаточно серьезный вопрос. В истории России в 20 веке были 3 решающих года. 17-й, 41-й и 91-й. Ну, я понимаю, когда молодые люди, которые написали, с моей точки зрения, письмо и глупое, и бессмысленное, и в своих подписях они, скорее всего, будут стыдиться под ним. Но вы прошли все, и вы действительно все знаете. Особенно в том, что касается 91 года. Меня
прежде всего, здесь небольшая справка. Что касается Фороса, гражданин Рудской туда прибыл 21 августа. 19, 20, 18 августа Горбачев был блокирован, не было связи. Это я знаю точно, знаю от охраны «девятки», которая в этот момент его охраняла. Это есть, кстати говоря, и по воспоминаниям. Взгляните, хотя... Но вы тогда не были рядом с Нет, я не был в Форосе. Никого не было, кроме семьи. Я был рядом, через один мыс от него, и на мысе стоял военный корабль. Вот. Вы можете прочитать воспоминания командующего Черноморским флотом. Так вот, когда он прибыл 21-го, да, действительно, в этот момент блокада была снята, поскольку путч провалился. И поэтому стал возможен прилет генерала Рудского. И генерала Рудского, и поэтому туда, собственно, полетел Язов, полетел Лукьянов, для того, чтобы попытаться как-то выскочить из этой ситуации. Ну вот теперь я обращаюсь к вам, ведь, Владимир Владимирович, ведь в отличие от многих в нашей стране, во второй половине 91 года вы ведь понимали, что происходит. Вы видели, что в стране идет ползучий государственный переворот, что Ельцин вступил в сговор с национал-сепаратистами, и что это неизбежно должно привести к чему-то подобному Беловежскому сговору. И в этот момент вы уже не частный человек. Вы выступали на президентских выборах 91 года, и вы выступили, с моей точки зрения, очень здорово, потому что вы действительно талантливый человек. За вас голосовали миллионы людей. Но я не помню в 91 году, во второй половине года, ни одного выступления ни вашего, ни вашей партии, ни вице-президента при Ельцине Рудского против того, что происходило. Горбачев, который был связан в этот момент по рукам, пытается спасти страну, делает, что в его силах. А почему тогда вы молчали, а сейчас вы приходите сюда и кричите: верните нам страну? Отвечаю. Спасибо за вопрос. Это все замалчивается уже 22 года с 91-го, сегодня 2013. Единственная партия и я живьем поддержали заявление ГКЧП. Мы единственные. Селезнев, Зюганов на Кисловодске промывали свои почки и печень, там, не знаю, что они там промывали. Мы поддержали. Вы хотите сказать, почему не выступил, против Ельцина или за Ельцина? Я был против Ельцина. В июне 91 года я по всей стране ехал и проклинал его. Говорил: сберете Ельцина, гражданская война, конец страны. И сегодня все мне благодарны, что я единственный предупредил об этом. Все остальные были коммунисты-кандидаты. А в августе 19-го, в понедельник, в 9:00 я передал сообщение Высшего совета ЛДПР в ТАСС, телеграфное агентство. Поддерживаем полностью заявление ГКЧП. Вот что было. И вышел на площадь. На Манежную стояло всего 2000 демократов во главе с Ивановым. Больше его не вижу, видимо, убили. Он мне ногой пнул в грудь. Вот вы, демократы, вы негодяи, преступники, бандиты. Мне за что в грудь ногой? Я вышел и сказал: вы что здесь делаете? Это законная власть. Законная власть. По закону о введении чрезвычайного положения можно было вводить чрезвычайное положение. Если ГКЧП сформирован как-то не так, через 3 дня Горбачев бы прилетел. И он бы перешел на сторону Ельцина или поддержал. Это пускай решает Верховный Совет СССР. Вы при чем здесь, демократы? Шпана стояла 2000. Вы разрушили Советский Союз. Я был против Горбачева и, заявление сделал. Единственная партия сделала, и все замалчивают сегодня. Чего Гусев не публикует? Заявление ЛДПР. 9 утра, 19 августа. Танки пришли в 11 утра. Я все помню, каждую минуту. Я вышел к ним, танкистам. Они вышли, эти сволочи, и хотели убить. Демократы вы, бандиты, убийцы. Я сел в машину «Москвич». Никакого Майбаха не было. «Москвич» и бесплатно получил. Бесплатно. За патриотизм. Они хотели перевернуть и сжечь. Хотели перевернуть «Москвич» и сжечь. Вот вы, бандиты-демократы. Вы сжигали всех ваших противников уже в августе 91 года. Поэтому к вам только ненависть с вашим Ельциным. А начал все, разрешил все и спровоцировал все Горбачев. То есть вы были и против Ельцина, и против Горбачева? Конечно. Я поддержал именно ГКЧП. Я понимаю, что размазня. И тем более никогда в защиту Ельцина не выступал.
Весь июнь был против него. Весь июнь месяц. Я был кандидат в президент. Да, пожалуйста. Владимир Владимирович, Пожалуйста. может быть, вы все-таки ответите на мой вопрос? Ну, вы спросили меня, какая была позиция. Вот я, если позволите, я повторю. Пожалуйста, давай. Первое. Спасибо, Владимир Владимирович. Первое. ГКЧП отстранила от власти законно избранного президента страны. Поэтому не надо говорить, что это была... Я вам отвечу сейчас. Вот. Нет, я вам задал другой вопрос. Да. Владимир Вольфович, Да. что вы делали, когда после 21 августа в стране начался ползучий контрпереворот? Объясняю. Людьми, которые были вокруг Ельцина, которые договорились с национал-сепаратистами. Согласен? Да. Значит, во-первых... Где были ваши заявления, Объясняю. заявления вашей партии? Мы, граждане Советского Союза, верили всегда. И было в заявлении КЧП написано: Михаил Сергеевич Горбачев по состоянию здоровья не может продолжать исполнять функции президента СССР. Как мы могли предполагать, что это начинается переворот? Создан КЧП, потому что заболел Горбачев, а они, там же было все советское руководство, председатель правительства, все ключевые министры, КГБ, МВД, обороны, все там были. Если пришли бы какая-то группа лейтенантов из Самары, вот переворот военный, Пиночеты, все советское руководство, а он заболел. Почему мы не должны были верить? Второе, что я сделал, потом, в последующем, запрещена была ЛДПР на территории города Москвы. Ваш демократ Гавриил Харитонов, Попов. Гавриил Харитонович, запретили. А вы с меня спрашиваете, что мы должны были делать? Мы были запрещены за то, что мы поддержали ГКЧП. Больше никого. Репрессии новых демократов не коснулись. И потом мы боролись с национал-сепаратистами везде, где только можно было быть. И я повел людей на улицы Москвы. Не вы, Болотная там или Анпилов. Мы боролись против этого. Все 20 лет. За это меня Ельцин ненавидел, и такие, как Гусь, ненавидят до сих пор. Боролся и счастлив, что я боролся. За наш Советский Союз. Спасибо вам большое. Был очень любопытный раунд. Сейчас перерыв. Пожалуйста, присаживайтесь. Рахильгаус никогда не пытался ни ваш москвич перевернуть, ни ногой вас в грудь ударить. С удовольствием дал бы билет. Да ну что, тем, кто билет, кто хотел меня билеты сжечь. можно покупать. Присаживайтесь. Через Вот 20 лет они еще что-то не говорят. так много лет прошло, а как много разных версий произошедших событий, которые до сих пор не стали историей, а по-прежнему скорее в области журналистики. А мне очень любопытно понять, что же произошло тогда. Почему вдруг последовала череда странных самоубийств участников ГКЧП? Почему Михаил Сергеевич Горбачев вдруг согласился на совершенно неприличную комическую роль. И последние полгода были унизительными для Горбачева. И он, по большому счету, не имел мужества не уйти и как-то своей фигурой невольно благословлял Ельцина на тот ползучий контрреволюционный переворот, который он осуществлял вместе с национал-сепаратистами. Пообщаюсь с третейским судьей. Любит Горбачева действительно искренне, потому что один получил театр от Горбачева, парень получил сначала Men's Health, журнал «Голые мальчики», сейчас журнал «Сноб», «Гламур», но их 1%. Все остальные граждане России, как? они уже пострадали, они потеряли. Даже если их было бы 20%, 30%. Но демократия, большинство против них, против Горбачева. Мы говорим от имени большинства. Вот у тебя костюм. Да у меня костюмы, остальные все в грязи, бомжуют. Причем если у меня что? Я говорю об избирателе. Нет, вот у тебя там носки. Стране. Поэтому личное с общественным И при царе было люди довольные жизнью. Вот одного человека, она неверная, тем более, что вот будет проходить время, и все ведь исторические деятели, они так или иначе ведь мифологизируются, правильно? Это просто оправдание, конечно, это оправдание собственного бездействия. Конечно. На самом деле. В чем была экономическая целесообразность сохранения СССР, если все республики хотели самостоятельности, если это была не воля Горбачева? Это действительно была сильнейшая центробежная тенденция, которую Действовала система интересов. Можно было только залить страну кровью. Что он предлагает? В конце концов, какую программу он готов был бы реализовывать, если он стал президентом в 91 году? Он уже говорит, что он бы вот сохранил Великий Советский Союз. Это, знаете, это как и вы так говорите. Да. Он по всему миру. Ну, вот чем он сейчас занимается. Это легальное финансирование. Он стал членом мирового правительства. Так экономика как? У нас часть одной машины делали в России, часть в Беларуси, часть в Казахстане. Все развалили. Все развалили, и производство встало. И вытягиваем. Хотя экономическая база была в России.
До сих пор мы пользуемся... Теперь он говорит про новую перестройку. Все, что досталось от Брежнева. Объявил же, перестройка 2. Да, перестройку 2 давай. Россию развалить. Еще раз все деньги отобрать. Поэтому нужно эту точку зрения отстаивать, и она имеет право на существование. Фактически он первый раз дал действительно гражданскому обществу возможность что-то изменить в стране, услышать гражданское общество, услышать разные точки зрения. И то, что в этих точках зрения он не всегда слушал правильные точки зрения, это действительно ошибка политика, но ошибка настоящего политика. И не нужно, мне кажется, вторгаться в анализ именно этой ситуации, хотя все-таки вы жили при Советском Союзе, и не нужно... Итак, напоминаю, наш сегодняшний третейский судья, историк и писатель Игорь Леонидович Волгин. Интересно получился раунд. Вы знаете, что я подумал? Вот благо вообще той политической атмосфере, при которой стакан становится орудием политики. У нас вот в нашу эпоху стеклянный стакан, наполненный либо соком, либо водой, становится мощным политическим средством. Знаете, как раньше было написано на пушках «Последний довод королей». Вот это как бы хорошо, что стакан последний довод, а не пушки. Не пушки. Надо сказать, что Владимир Вольфович выполняет очень важную социальную функцию по выпусканию социального пара. По выпусканию пара. Потому что это весело было. Хорошо, что весело. Хотя надо сказать, что наша история достаточно грустная. Достаточно грустная. И эти споры, я повторяю, они будут идти очень долго. Одни будут демонизировать Горбачева, другие будут канонизировать Горбачева. Но и на то, и на другое есть основания. Есть основания. Потому что он фигура очень противоречивая. Но если даже взять, возьмите внешнеполитический аспект. Вот сейчас говорили больше о внутренней политике. Ведь мы действительно, он как бы избавил мир от угрозы ядерного уничтожения, можно сказать так. Но с другой стороны, мы проиграли почти по всем позициям, имея в руках козырные карты. Потому что, скажем, надо было выводить войска из Восточной Европы. Нужно было выводить. Нужно было заключать с каждым государством договор о невступлении в какие-то союзы. Я не говорю уже о Прибалтике. Можно было сделать нейтральной Германию. Они бы на это пошли тогда. Вывод всех войск наших, американских, из Германии нейтральная, как Австрия. Это можно было осуществить, потому что настолько были у нас сильные позиции. А он поступал как один из героев Достоевского, знаете. Был такой у него Юлиан Мастакович, который, как говорит Достоевский, покупал конфекты, значит, букет цветов и ездил к своей невесте Глафире Петровне «Нравится». Вот он ездил «Нравится». Он был дама приятная во всех отношениях. Это прекрасно, но в политике это не работает. В политике это не работает. Его космополитическая маниловщина была ничем не лучше антикоммунистической раздревщины Ельцина. Как бы два полюса, которые сходились, понимаете? Вот как, он у него вызывает большие симпатии как человек, как муж, как частный человек. Вот, как человек, который, конечно же, сделал очень много, у которого были абсолютно благие намерения, но мы знаем, что вымощено куда благими намерениями. Понимаете, он был человек порядочный. То есть он вел себя порядочно, насколько это можно вообще в политике вести. Но мы многого еще не знаем. Вот правильно сейчас всплывают такие факты интересные. Две разные трактовки того, что происходило в Фарусе. Того, что происходило в последние недели Советского Союза. Вы правильно сказали, это тайна некая. Не все архивы подняты, не все мы знаем, понимаете? Я думаю, историки будут еще очень много над этим думать. И, конечно, в этом плане Горбачев, ну дай ему Бог здоровья, пусть живет, здравствует, и фигура очень трагическая фигура. Конечно, большая глупость отбирать у него орден. Это все равно, знаете, как в 30-е годы. Лишить званий, отобрать орден, посадить, сослать. Это все уже мы проходили. Не надо отбирать ордена. Хотя вот надо сказать, что у Солженицына, например, хватило мужества отказаться от такого же ордена, по-моему, потому что его присвоил ему... И мужество, и мудрость. И мужество, и мудрость. Это другой вопрос. Но не нужно ничего там переименовывать, отбирать ордена, звания. Это как бы пересмотр истории. Это Оруэлл, знаете, это Оруэлл 1984 год, когда история исправляется, вырезаются из нее страницы. Это мы уже тоже проходили во всех отношениях. Ну, не будем устраивать Оруэлловщину, и вернемся через несколько минут обратно в эфир. Задам вопросы, которые меня мучают. Горбачев такой плохой? Или это мы не смогли распорядиться свободой? Возвращайтесь. Мы начинаем наш третий раунд. Вопросы вам буду задавать я.
А вам нечего задать. Ой, мне много есть что задать, Владимир Владимирович, очень многое. Потому что Вы вся где эта- были во время путча? Во время путча в 91 Да, году где? я работал в Соединенных Штатах Америки. Вот так. А При я этом- кровью истекал в при центре этом, ну, Москвы. к счастью, кровью Теперь вы- мне плюет в К лицо счастью, этот кровью Гусев. вы не истекали, я при этом Я работал, умею будучи... работать. Я Умею верю. Я работать. был российским гражданином, никогда не менял советским гражданином. Я работал там, извините, приглашенным профессором в университете Алабама. Хорошо. В Хансел. До этого работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР, где я защищался у Евгения Максимовича Примакова. То Это есть я колыбель не эмигрировал, агентов не влияния. убегал. Институт мировой спокойно. экономики. Заблуждаетесь, но не страшно. может быть. Сложно представить себе Евгения Максимовича Примакова агентом влияния западных спецслужб. Вы уж так, здесь аккуратнее. А Евгений Максимович- Яковлев Александр Николаевич? Совершенно верно. Но я работал уже при Примакове, хотя поступал в институт при Яковлеве. Так мы сейчас с вами и генерала Калугина вспомним, и много чего Гордеевский. еще. Гордеевский по другому ведомству. Вот вопрос, который я хотел вам задать. Вот смотрите, мы сейчас так проклинаем Горбачева. И формально-логически сложно его не проклинать. В принципе, невозможно... его проклинают. Сейчас мысль Все договорю. проклинают. Договорю мысль. Невозможно умом понять, как можно вручить высшие награды государства человеку, государство не удержавшее. Потому что если посмотреть, какое государство досталось Горбачеву, когда он пришел, территорию, население, экономическую мощь, и посмотреть, как он совершенно бездарно профукал, даже не проявив мужества Сальвадора Альенде. Он даже не остался в своем кабинете и не сказал: убивайте, но я последний тогда президент СССР. Он даже не смог стать символом. Он просто сдал все. Последние полгода, там, по-человечески, наверное, можно понять, он что-то пытался, но он развалился. Это унизительная картина, когда Горбачев стоит рядом с трибуной, на которой выступает Ельцин, а Горбачев неясно что делает. То ли бумажки переворачивает, то ли стакан воды подает. Вот это унижение человека, который был одним из самых могущественных властителей в мире. Как можно испытывать вот исключительно историческое уважение к этому человеку? Но представьте, прошло 1000 лет. Мы открываем учебник истории. Что написано про Горбачева? Взял страну и за 5 лет без внешней интервенции проиграл холодную войну, сдал все завоевания, которые были у страны в результате Великой Отечественной войны и после войны. Сдал все, потерял все влияние. А теперь мы ему еще вручаем орден. Володя, я вынужден, если это вопрос ко мне, я вынужден с вами, тем не менее, не Конечно, согласиться. прошу вас. Потому что, тем не менее, это человек, который в этот период развития этой страны оказался там, наверху, у руля, первым. Тем не менее, ну не может один человек развалить империю. Так не бывает. А Тем не удержать менее, один человек может? Не смог. Горбачев не смог. Мы сегодня говорим не о том, чего он не сделал, а о том, что он сделал. А сделал он очень многое. И отдал это тем, кто следующий, вот уже четверть века после него, извините, ведет страну и пользуется, То есть пользуется тем. нет роли Личность императора, огромна. нет роли президента. Есть роль императора и президента, но мы получили такого императора, такого президента. Наверное, если Борис Вульфович тогда понимал, что делать, и Владимир Владимирович всегда понимал, что делать. Да, он всегда понимал, что делать. Но 25 лет он не делает ничего. Да не, но он рассказывает, что Горбачев в этом виноват. В этом виновен Горбачев. Подождите, так чем Ну вам... что мы сейчас Горбачева... Давайте Тогда объясните мне, что вы в Горбачеве пытаетесь защитить? Я пытаюсь вот защитить. какие деяния Горбачева, если вы говорите, что он не имел отношения к развалу страны, она и так и распалась, тогда что же позитивного сделал Горбачев? Горбачев, да. Я понимаю, я очень хорошо понимаю, что я все время в меньшинстве. И я понимаю, что цифры, которые скачут на телевизоре, это все меньшинство. Тем не менее, я не могу не понимать и не благодарить Горбачева за то, что он сделал. А сделал он следующее. Он прежде всего обратил свой взгляд на людей, на нормальных людей. Он стал их слышать. Он стал не идти вот таким курсом КПСС, ЦК КПСС, где надо, как предлагает Владимир Вольфович, задавить оружием, продовольствием, границами. Он пытался реально устроить, извините за выражение, демократически, либерально, демократическую. Нет. Ну нет, ну не получилось. Все, И что? виновен. Почему Тогда виновен? возникает вопрос очень сложный. Не знает, очень не печальный. умеет. То есть Горбачев Боится. настолько не понимал
веренный ему народ. Почему не понимал? Объясню. Потому Очень что даже народ-то понимал. его не признал, народ-то за ним не пошел. Народ, как только крантик отпустили, Извините, поначалу устроил националистические всплески, народ-то Горбачева не воспринял как своего лидера. Извините. И проклял его. И на выборах, когда попытался Горбачев вернуться, он набрал оскорбительно мало голосов. Но это было, конечно, это было потом. Это было потом. А когда Горбачев начал перестройку, когда Горбачев начал то, что он начал, то, что он называл запустить маховик, то, что он пытался сделать в экономике, самое главное, то, что он пытался сделать в обычном гражданском обществе, он разбудил в человеке человека. И мы пользуемся этим до сегодняшнего дня. И рассказываем, что мы сделали все. И вы пользуетесь в 89-м году. Вас он открыл. Так народ-то и говорит. Народ-то говорит, а не надо нам этого. Вот он народ сегодня говорит, потому что сегодня народ говорит, Владимир Владимирович говорит, что там сосиски были. Он забыл, как из Рязани и из всех колбасные электрички ездили. Владимир Владимирович были какие-то там колбаски, о которых он сейчас рассказывает. Народ голодал, народ не мог выехать за рубеж, народ не мог читать то, что он читает, народ не мог слушать те радиостанции, которые он слушает. Народ никак не влиял на политику государства. Горбачев так, может, впервые тогда проблема в другом. Да. Может быть, проблема в том, что народ хочет сытого, спокойного рабства, а не свободы. Наверное, может быть. Так может быть, и это самое страшное. Ну что делать? Владимир Владимирович, объясните мне следующее. Вы прекрасно помните тот период в истории. Да, великолепно. Давайте предположим такую ситуацию. В 86-м году, 85-м году вдруг вас вводят в состав Политбюро и говорят: Владимир Вольфович Жириновский, мы не хотим, чтобы был, как же тогда был, да, помните, клика Романова, да. Мы не хотим усиления московской группировки, мы не хотим усиления азербайджанской группировки, да, так называемой чекистской, потому что боялись действительно сильных руководителей. Нас там многое что смущает. Давайте-ка вы, Владимир Вольфович, как промежуточная фигура, как когда-то был Михаил Сергеевич, приходите во власть. Да. Как сделал Михаил Сергеевич, мы с вами хорошо помним. Не имея ни КГБ, не имея возможности опираться ни на армию, Михаил Сергеевич использовал тогда борьбу с коррупцией, так называемую гласность, как краник, благодаря которому надеялся смести всех своих конкурентов по Политбюро. Краник открылся, дверка приоткрылась, а дальше не смог остановить. Народ, узнав правду о том, как жили руководители, снес всех к чертовой матери. Вот что бы сделали вы? Вели танки огнем и мечом, расстреляли бы, повесили бы на площадях, как бы вы управляли страной? Вот Горбачев. В Карабахском кризисе, например. Из Ставрополя хороший регион, сельскохозяйственный. Я не разбираюсь в сельском хозяйстве. Я востоковед. Я специалист по этническим конфликтам. Религиозный. То, что сегодня в повестке дня. И я становлюсь вместо Горбачева, генеральный секретарь. Я прекрасно понимаю, что если рассказать всю правду о прошлом и настоящем, государство потеряет авторитет и власть. Ни в коем случае никакой гласности. Наоборот, я сокращаю выпуск газеты «Правда», прекращаю прием в КПСС, люди не обязательно вступать, перехожу к другой кадровой политике, опираюсь на беспартийных. Для меня главное деловые качества. Я объясняю всем, что мы должны перейти к другому административному делению. Иначе страна не сможет развиваться. Нет такой в мире страны, деление национальное. И тогда они все трусливые подняли бы ручки. Я бы сказал, Советский Союз состоит из 60 губерний. И их бы назначил губернаторами. Но моим указом. Все, я снял национальную проблему. То есть вы перешли бы к территориальному делению. Да, все молчали бы в тот момент. Вы перешли бы к варианту... Это в 90-м они заговорили. В 89-м. Уже выливается вода. В 85-м мы говорим про... Все бы молчали. Все. Ну что, войска бы вводили? Что да без всяких войск все молчали везде, КГБ. Попробуй пикни. Тебя арестуют утром уже. То есть я правильно понимаю, что КГБ и армию ни в коем случае бы не трогали? Нет. Не строгать, армия стоит везде. Мало того, еще направить армию из русских регионов в национальные регионы. КГБ везде усилить. В 2-3 раза из центра России перевести. То есть военная диктатура, да? Нет, нет. А что? Другое распределение
правоохранительных органов. Я хочу обеспечить безопасность государства. Поэтому в течение года все бы согласились о том, что мы переходим к новому делению. Железный кулак. Да, Ну, страх диктатура, был. конечно, Да, военная. все молчали. После этого я постепенно убираем КПСС и перехожу срочно к обеспечению народа продовольствием. Голодные люди сметут любую власть. Что я говорю? То, что ГКЧП предложил. Землю раздать, землю немедленно, по гектару, по 5, по 6. Слабый колхоз распустить, фермерские, сильный укрепить. Чтобы везде, где надо сильный колхоз. Нет, по большому счету вы предлагаете такой же вариант Жириновского, китайского варианта развития. Да. Но Никакой они политической... сохранили КПК, я ее не сохраняю. Ну, там реформы Я внутренние прекращаю идут. прием, уходят. Я закрываю райкомы, потом горкомы, потом обкомы. И последний ЦК КПСС все отдают детям, инвалидам. И лет 10 никаких партий, никакой демократии, никакой гласности. Все работают. Столько, сколько хотят, и никаких олигархов. И, как я кто понимаю- накопил деньги, 10 человек парикмахерскую выкупайте, 10 человек пекарню выкупайте. Но Маленький это уже частный вариант, это же сектор. вариант Явлинского, Только 500 служба 500 дней. быта. Все. Мощные заводы стоят и работают. Да, Запорожец. Наплевать мне вот на ваш Майбах. Понятно. Я не хочу ваш Майбах. Это вы завезли Не сюда. хотите Майбах, отдайте, найдем кому отдать, не вопрос. Да. Но У меня его и нету, но он навязывает. Владимир У вас, говорит, хорошие исходя машины. из этого, я правильно понимаю, Я на Волге что... ездил с Сейчас. удовольствием. То есть наш Да. народ, вы видите, по большому счету, не только абсолютно неспособным к волеизъявлению, не способным к демократии, не готовому к демократии. Вы видите, что нашему народу противопоказана демократия. Нет. Да. Потому что то, Нет. что вы предлагаете модель. Нет. Правитель отец Да. и неразумные подчиненные ему, которым он жестко указывает их место. Нет. Никакой заграницы, Нет. никакой свободной Почему? прессы, никаких дискуссий. Наоборот. Как только мы перешли в 86 год, 60 губерний, по 5 миллионов. В 87 году мы создали кооперативы, фермеры и оставили колхозы и заводы. Мы начинаем все больше и больше с более свободный выезд за рубеж. Отходим от профсоюзных путевок в Чехословакию и в Польшу. Пожалуйста, индивидуальный туризм. Заработав деньги, поменяй на доллары и езжай куда хочешь. У тебя работа есть, квартира, Понятно. безопасность, Иосиф, и ты едешь а вам не туда, кажется, как что представитель величайшего государства. Самое страшное, И никто бы не остался за что рубежом. показал этот опрос. Вот посмотрите. Брежнева обожают. Хотя в эпоху Брежнева, который невольно стал нашей античностью, чем хвастаться? По большому счету, кроме сытой жизни и постоянной лжи, хвастаться нечем. Конечно. То есть, да, были какие-то экономические реформы Косыгина, была высокая цена на нефть, которая позволила до 1975 года поддерживать очень высокие темпы роста. Но великие победы Сталина в прошлом, страшная война в прошлом. Да, нет тут вот этой душегубки концентрационных лагерей. Просто есть вялотекущие формы шизофрении у тех, которые имеют наглость иметь свое мнение. И народ говорит, нас это устраивает. Это он И сегодня народ говорит. Сегодня. Сегодня И народ говорит сегодня, пройдя и посмотрев, что дали Горбачев и Ельцин, народ говорит, чума на оба ваших дома. И на Горбачева, и на Ельцина, которые были непримиримыми врагами, но для народа слились в один бесконечный ужас. Почему? Может быть, потому что правители... Да подойду к вопросу. Может, потому что правители не поняли, что свободу нельзя дать. Что народ должен выстрадать свободу. Захотеть ее. Нас вот взяли Жирный, и кинули дома в ту живу, дай свободу. которую наш А я народ голодный не на улице. хочет. Какая свобода? Не готов, да, конечно. об этом я мы согласен, говорим. я соглашаюсь. Не об этом мы говорим. Подождать Не чуть-чуть. об Дайте этом мы ответить. говорим. Мы говорим совершенно о другом. Мы говорим о том, что Попейте не водички. готов. Что делать? Но когда больному делают операцию, режут, ему больно, ему плохо, он должен выздороветь и быть готовым Попробуйте к нормальной терапию, жизни. зачем хирургия? Но когда к неподготовленной операции, то больного зарежут. И он умер. Ну, Я значит, другой понимаю хирург и нужен. разделяю Другой то, хирург. что у Горбачева было Другие колоссальное лекарства. количество ошибок, неверных ходов. Я его У сегодня... него главная ошибка, он не понял народ, который ему достал. Можно сформулировать так. Тем не менее, он хотел этому народу дать то, что с его, извините, МГУшным образованием ему казалось цивилизованным и своевременным. Он хотел эту страну вывести из того ужаса, в который она сегодня хочет вернуться и возвратиться
возвращается руками Владимира Тогда Владимировича. ужаса не было. Понимаете? И сейчас, если вернемся, не ужас будет. Да вы уже вернулись, и что вы делаете? Вы вернулись. с вами. Вы, говорил вы с принимаете верным демократом. Прекрасный закон. Валерий, прекрасные. Вы привели страну на уровень Ирана. Нет, не заблуждайтесь. Я не заблуждаюсь. Все только и слушают Россию. Ага, Все сюда едут. Я вам хочу спокойнее оба. Я вам хочу рассказать счастливая, бедная, одну маленькую историю. Одну маленькую историю. Я говорил с Валерией Ильиничной Новодворской, известной своими демократическими взглядами, и она говорила, когда вижу Россию, я буду ее тянуть демократию, как будто вижу маленького ребенка, упавшего в реку. И я пытаюсь его за волосы вытащить на берег. Я говорю, Валерия Ильинична, может, это не ребенок упал в реку, может, это дельфинчик купается. Может быть, проблема в том, что нельзя осчастливить народ помимо его воли. Наверное. И в первую очередь руководитель страны должен следовать, конечно, веянию истории, но должен понимать ту страну и ту историю, которую ему досталось. Допустим, не мог, не понимал и не чувствовал. Не получилось. Ну, арестуй их в Беловежской пуще, трех этих дураков. Кем Арестуй. КГБ. Все у него было подчинение еще. Уже армия была. Все можно было. Все можно было. У него было. Спецназ. Все было. Кстати, знаете, что Он интересно? не хотел, это мы был подошли к сценарий. кульминации программы, а я вам хочу опять-таки еще одну деталь просто напомнить. Господин Крючков, возглавлявший тогда КГБ, и руководитель Советской армии, господин Язов, да, по-моему, тогда был? Язов же, да, тогда был министром обороны. Буга, министром внутренних дел. Вот они не взяли на себя ответственность. Тоже струсили? Да, не боялись. Это просто были люди, которые понимали, что такое кровь, и понимали, что такое гражданская война. Же кровь. И они не взяли на себя ответственность и не пролили кровь. А Ельцин в 93-м году уже легко относился к русской крови, крови россиян. Но это уже другая история, и будем ее обсуждать и сюда уже вы в другой не придете, программе. когда будет эта тема обсуждаться. Перед тем, как узнаем результаты голосования телезрителей, хочу вам представить нашего третейского судью, который следил за поединком из секретной комнаты. Это историк и писатель Игорь Волгин. Игорь Леонидович, прошу вас. Ну вот я смотрел этот поединок и подумал, что вот в этом кресле третейского судьи должен сидеть не я, а некая женщина, дама по имени Клио, то есть муза истории. Потому что то, о чем говорилось, это исторический спор, который никогда, не закончится в ближайшие годы, конечно. Это спор о самых болевых точках нашей истории. Как 17-й год, как 41-й, и вот 91-й, конечно. И Горбачев в любом случае, как бы к нему ни относиться, он фигура трагическая. Он фигура трагическая, и прежде всего потому, что его добрые намерения, а в них никто не сомневается, у него не было такой маниакальной жажды власти. Он хотел добра стране, но его личные человеческие качества, может быть, замечательные, они никак не соотносились с масштабами той задачи, которая стояла перед страной. Потому что, вот как сказал Черчилль про своего оппонента Этли, он сказал, это очень скромный человек, и у него все есть основания для этого. Он был хорош, скромен, хороший семьянин, хороший муж, но он не был Петром Первым, это не его вина. Он не был Иваном Грозным, это не его вина. И, конечно, если брать, скажем, вот так сказать, исторические последствия этого президентства, этой власти, то, конечно, мы потеряли почти половину населения, мы потеряли огромные территории. То есть ни одна война, которую вела Россия, не приводила к таким последствиям. Вот мы границы подвинулись намного. То есть у нас сейчас театр военных действий, это на западе Смоленск, на юге там, я не знаю, какой-то Воронеж, да. Вот такие результаты. И потом, кто уполномачивал Горбачева и Ельцина на смену социального строя? Что об этом шла речь? Вы знаете, как сказал один питерский поэт, у него были замечательные строчки. Очень странная страна, не поймешь какая. Выпил, власть была одна, закусил другая. Вот так у нас так менялось это. Но это закусил, выпил, понимаете? Я вот что думаю. Я думаю, что о Горбачеве будет еще спорить. И оценка его роли в истории будет зависеть от того, какое будущее у страны. Если мы выберемся из исторического провала, в который мы попали, если мы сохраним, я не говорю там бывший Советский Союз, но хотя бы Россию, то оценка будет одна. Если мы
Кстати, я совершенно не согласен с тем, что Советский Союз был таким искусственным образованием. Конечно, нет. Это наша история, это наше прошлое, это было органическое соединение. Можно как угодно говорить о тех ужасах, которые там были, но это наша история, понимаете? Вот. И что касается будущего страны, вот если у нас есть историческое будущее, тогда акценты будут расставлены правильно исторически. Если его нету, это будет очень грустная история. Очень грустная история и Горбачева, и всех нас. Вопрос в будущем России. Спасибо. Какое оно будет? ЛДПР расставит акценты. Ну да. Мы расставим акцент. Ну что же, вам осталось узнать, кого поддержали наши зрители. И не огорчайтесь результаты голосования. Мы с вами понимаем, что здесь любой защитник не смог бы добиться оправдательного приговора. По результатам интерактивного голосования с большим перевесом победил Владимир Жириновский.